Всем привет, меня зовут Стас, вы на канале Triangle FX. Сегодня мы разберем с вами симуляцию Realm Grains. Сначала мы сделаем деформацию поверхности Земли от машины, а затем уже приступим к самой симуляции грейнов. Итак, давайте начинать. У меня уже здесь есть заранее подготовленная сцена, где проанимирована камера, я уже добавил алембик автомобиля. Также я сделал две версии, одна хай-резная и также еще сделал лоу-резную, чтобы наглядно было видно в реальном времени, как она проанимирована. И также я ее буду использовать для создания сорса наших грейнов, а уже хай-резную будем использовать для коллизии. Также я здесь сделал землю из ноды Grid размерами 25 на 70, добавил какой-то noise. В принципе, вы можете сделать по-своему, как будет вам угодно. Давайте создадим ноду Geometry, назовем ее Source Grain. И добавим геометрию нашей земли и машины. Для этого нам понадобится нода Object Merge. Это будет ground. Car high res. И low res. В первую очередь нужно сделать продавленный след от машины. Я буду делать его с помощью солвера. В первый вход подадим нашу землю, а во второй машину. Создадим ноду Attrib-Wrangle. И для этого мне понадобится функция Intersect. Intersect вычисляет пересечение луча с геометрией. Наша геометрия будет это Земля, а геометрия, откуда мы будем пускать наш луч, это будет машина. Давайте посмотрим на эту функцию. Для Intersect нужен вход геометрии, это будет второй вход. Также ей нужна позиция наших точек, откуда мы будем испускать этот луч, направление луча. Также у него есть два амперсанта, которые записывают в себя позицию пересечения геометрии с лучом и также его UV. Давайте приступим. Здесь мы указываем первый вход, позицию наших точек и направление нашего луча. Функции Intersect не нужен нормализованный вектор, так как она учитывает длину вектора для большего радиуса поиска информации. И также давайте запишем два этих амперсанта, позиции и UV как переменные. Сейчас мы их создадим. Так, вектор P. И так как эти функции векторные, и в них сейчас никакой нет информации, мы можем записать их через запятую. И также нам в дальнейшем понадобится сам атрибут, который дает эта функция intersect. Назовем ее inter. То есть в тот момент, когда луч не пересекся с геометрией, у него идут значения -1. И когда она пересекает, она записывает уже туда номера точек нашей геометрии. Но это понадобится нам в дальнейшем. И дальше просто нам нужно перезаписать нашу позицию
той позиции, в которой попадает информация от интерсекта. То есть позицию, где находится наша геометрия, которая пересекла нашу Землю. И давайте сейчас посмотрим. И вот так вот она проминает нашу Землю. Давайте закэшим то, что у нас получилось. Назовем ее source ground. Вот такая анимация этого следа у нас получилась. Дальше, если вы, как я, будете использовать на шейдинге две текстуры, можно сделать маску, по которой вы будете миксить две земли, либо просто домножить по вот этой маске цвет, чтобы она стала более темной. Для этого нам понадобится Rest Position. Создадим ноду TimeShift. Она нам нужна в первом кадре. Здесь пропишем F-Start. Далее давайте создадим Wrangle. И маску я создал с помощью вычисления, с помощью сравнения двух позиций. Рестовый и которая деформится. Здесь нам нужно записать условия. Если наша позиция не равна рестовой позиции, тогда мы записываем нашу маску. Mask ground равна единице. И давайте посмотрим. И вот она такая получается. Очень простой способ для создания этой маски. Назовем ее mask ground. Давайте ее немного поблюрим по краям. И далее давайте создадим маску для создания наших грейнов. Для этого я буду использовать Distance from Geometry. Сюда мы подадим нашу лоурезную геометрию. Так, отключим здесь дистанцию. Нам нужна маска. Радиус сделаем где-то 1,3. Сделаем, чтобы она подальше была от нашей геометрии. Это такой простой способ для создания вот такой вот маски для сорца. Здесь я также сдублирую нашу маску, но нам нужна она с отставанием на несколько кадров. Отставание это сделал с помощью ноды TimeShift. Здесь просто -1. И это будет наш предыдущий кадр. А также давайте создадим ноду Trail. Мне нужно несколько повторений предыдущих кадров. Например, 7. Такое вот что-то из Доктора Стрэнджа получается.
Здесь давайте переключим только на поинты, чтобы он не проходился в цикле там внутри. Здесь тоже. Чтобы это все быстрее было. Итак, для чего мы это сделали? Нам нужно создавать спереди наши грейны, так как машина по направлению движения нашей машины. И этой маской мы просто будем вырезать все, которые у нас появляются сзади. Давайте создадим attribute. И здесь мы из первой нашей маски вычтем вторую. Плотный атрибут mask равно mask минус плотный атрибут opInput со второго входа и атрибут mask. И вот он удаляет. И так как у нас здесь из-за вычитания появятся отрицательные значения, давайте их заклампим. От 0 и до единицы. Напишем маск. И давайте заскаттерим точки по этой маске, получившейся. Здесь пропишем маск. $10 000 нам хватит. Также нам понадобится еще P-Scale. В дальнейшем я буду делать с помощью VDB вот такую вот горочку. И как раз P-Scale будет играть в этом роль. Пропишем P-Scale. И давайте умножим P-Scale. Создадим здесь канал, который называем Scale. И умножим его на нашу маску. Для чего я умножаю на маску? Так как мне нужно по краям будет меньший размер, чтобы как раз и получилась вот такая горочка. Размер, в принципе, будет где-то 17 десятых. И давайте наглядно теперь уже посмотрим, для чего нам нужен был P-Scale. VDB from Particles. Voxel size пускай у нас будет 1/100. Вот здесь вот получше видно. Вот наша такая горочка получается. То есть по краям как раз меньше. И теперь давайте создадим наши границы. Так, Realm Constraints Grain. Поставим галочку Create Points from Volume. Для начала давайте сделаем не так уж и много точек, чтобы у нас побыстрее и наглядно это все было. Раньше я не использовал jitter, потому что использовал такую вот форму, потому что раньше с джиттером очень много глюков было, но в принципе я протестил, может быть это из-за этой версии. Я протестил, и в принципе сейчас все хорошо работает. Теперь давайте все то, что у нас уходит под землю, мы давайте эти точки удалим. Создадим ноду Extrude Volume, чтобы немного выдавить нашу землю
И здесь мы создадим группу, поместим все точки, которые у нас находятся под землей, в эту группу и удалим. Назовем group del. Group type и выберем point. И здесь нам нужно будет выбрать bounding object. Отключим все отображение точек. И вот. С помощью бласта давайте удалим. Отлично. Не советую вам при симуляции использовать вот такое отображение, потому что памяти может не хватать и симуляция может вылетать. Но после симуляции, если вы хотите, можно легко, в принципе, сделать это отображение самим. Здесь нам всего лишь нужно добавить атрибут. Он называется GL Sphere Points. Равен единице. И вот у вас включается такое отображение. Так что пользуйтесь. И также, если у вас есть текстура какая-то, которая уже лежит на земле, и чтобы ваш цвет совпадал, цвет грейнов совпадал с землей, и вам не нужно было париться потом, подбирать какой-то цвет, можете, в принципе, скопировать с этой текстуры цвет на точке. Давайте это сделаем. Возьмем проанимированную нашу землю. Вот отсюда. Создадим на них UV-шки. И чтобы текстура легла правильно, нам нужно немного изменить размер нашей UV. Вот так вот. И давайте еще немного увеличим на 2. Угу. Так, нам нужно использовать attrib from map. Сюда мы добавляем нашу текстуру. Я использовал вот такую. Дальше заходим в Filter Settings. Во вкладке Wrap мы используем Repeat, чтобы сделать тайлинг по всей нашей геометрии. Давайте добавим Subdiv, чтобы наш рисунок, чтобы наши цвета были более четче. 4 итерации будет достаточно. Далее давайте создадим VOP. И цвет я буду забирать с помощью функции XYZ Distance. XYZ Distance ищет ближайшую позицию геометрии. Его можно использовать примерно так же, как Near Point, если нам нужна позиция, или Point Cloud какой-либо. Для XYZ Distance нужна позиция и вход геометрии, которую мы подаем. Далее нам нужен, чтобы забрать атрибут цвета, нам нужен prim UV. В OP он называется Primitive Attribute. Если будете писать во Wrangler, то вам нужно будет писать prim UV. Так, также в него нужно подать вход, ту геометрию, и ему нужно еще
номера примитивов и UV. И здесь мы забираем как раз цвет. Давайте посмотрим. Если мы будем делать детально, то этот цвет будет отрабатывать хорошо на наших грейнах. Вот так вот он выглядит. Также я хочу разделить наши грейны на два слоя. Верхний слой он будет таким же цветом светлым, и нижний слой он будет более темный, так как если скопать землю, то там видно мокрую землю, она более темнее. Для этого давайте сконвертируем в полигоны нашу VDB-шку. С помощью VDB Convert. Так, и нам нужно в полигоны. И также подаем ее наш WOP. И также давайте использовать XYZ Distance. С третьего входа. Только здесь уже нам понадобится дистанция. Вот так вот она выглядит. То есть мы считаем дистанцию с нашей поверхности. И давайте немного перефитим. Пусть здесь будет какое-нибудь маленькое значение. И просто умножим на эту нашу дистанцию. Только здесь у нас будет единица. И совсем черная она не должна быть. Давайте сделаем какое-нибудь маленькое значение, например, 1/10, чтобы он был темно таким коричневым. И вот здесь мы видим то, что сверху земля светлая, а снизу она уже темная. Давайте здесь подуменьшим количество грейнов. Назовем ее трипкопи. Еще я забыл про одну важную вещь. Когда мы создавали нашу маску. Если присмотреться, то наша маска начинает создаваться еще раньше, чем машина коснулась земли. То есть во время симуляции здесь будут образовываться кучки, и это будет очень видно. Это неправильно, и нам нужно это исправить. И вот как раз для этого случая я записывал наш интерсект. Вот здесь можно увидеть, в тот момент, когда машина еще не прикоснулась к земли, у него везде значение -1. И как только она касается, он уже записал номера точек этой геометрии. И это нам очень поможет. Давайте только запромоутим наш этот атрибут inter. Так как здесь много точек, нам просто нужно понимание, в какой момент нам переключать этот атрибут. Так, добавляем атрибут inter. Промоутим мы его на detail. И здесь можно оставить, в принципе, метод либо усредненную, либо максимум.
Но в принципе, когда машина коснется, и он начнет записывать точки, -1 это будет самое меньшее, из-за этого он сразу ее переключает. И теперь здесь нам нужно будет записать условия. Если, так как это атрибут на детейле, нам нужно написать detail. С первого входа атрибут inter и с номером 0. Если атрибут inter равен -1, тогда наша маска равна 0. И теперь в тот момент, когда машина будет в воздухе, маски не будет. Из-за того, что мы копируем цвет, а точнее мы делаем большой subdivide на геометрии, у нас немного тормозит. Так что давайте пока отключим наш цвет. А потом, как мы уже настроим нашу симуляцию, мы закешируем это все. И тогда будем уже использовать наш цвет. Давайте продолжим. Приступим к симуляции наших грейнов. Создадим DOPNet. В него подадим наш source, который мы создали. Здесь нам нужен Vellum Solver, Vellum Object. И так как мы будем рождать наши частицы не только в первом кадре симуляции, а нам еще нужно в каждом кадре, для этого мы создадим еще Vellum Source. Давайте все подключим. Также добавим гравитацию. В SOP-pass мы подадим наш source. И наши грейны начинают генериться где-то с 21 кадра. Давайте старт фрейм в симуляции в DOPNet поставим тоже с 21 кадра. Также давайте добавим еще static object. Добавим машину. Сюда мы заберем нашу лоурезную машину. Я немного изменил ее, чтобы точки не перестраивались. Я оставил ее в первом кадре и сделал с помощью Point Deform я ее заанимировал. Теперь здесь точки не перестраиваются, и она легко проигрывается в випорте. Теперь давайте добавим землю. Создадим здесь для этого null. Заберем нашу анимированную землю. Назовем ее Out Deforming Ground.
Копируем. И вставляем наш static object. Здесь нам не нужно делать толщину, закрывать геометрию. Здесь хорошо отрабатывает этот коллизионный метод. Он дает нам хорошую коллизию с деформленной геометрией, потому что раньше, когда я подавал сюда вот таким способом геометрию, и она изменяла свое положение, то грейны разлетались. Но теперь использую этот, и все у меня хорошо получается. Также давайте включим Use Deform Geometry, так как наши геометрии две, они анимированные. Здесь Emission Type нам нужно переключиться с Only Once на Each Frame, так как нам нужно, чтобы наши грейны эмитились и в других кадрах. Но у нас есть одна проблема. Наши грейны проникают сквозь землю. Это те грейны, которые рождаются прямо на краю. Они, наверное, плохо вырезались, или, может быть, движение машины настолько сильно, то, что его выталкивает с границы земли. Но давайте исправим эту нашу историю. Для этого мне понадобится SOP-Solver. И также вот эта геометрия земли, которую мы делали extrude. Добавим null object. Назовем ее extrude ground. И скопируем. Здесь мы создадим object merge. И добавим нашу землю. Что я собираюсь сделать? Я хочу создать группу из вот этой земли. То есть точки, которые попадут внутрь нашей земли или будут на краю, они автоматически попадают в группу. И дальше эту группу можно будет использовать. Все частицы, которые будут в этой группе, мы к ним применим атрибут stop. То есть они не будут участвовать в симуляции. Но так как они добавляются и на краю нашей земли, нам нужно будет ее забрать в последнем кадре, и чтобы она не была анимированная. Добавим time shift. Здесь пропишем expression $fend. И давайте немного ее прямо опустим совсем на чуть-чуть. Пусть будет на 1/100, ну даже на 0,005. И здесь добавим ноду групп. Назовем ее group ground. Group type включим point. И здесь нам нужен keeping bounding region. Здесь выбираем bounding object. Давайте здесь создадим еще pop angle.
Включим галочку. И вот наша группа ground. И все частицы, которые будут с этой группой, мы к ним применяем атрибут stopped. Также нам обязательно нужно использовать pop-drag, потому что наша машина движется очень быстро. Нужно, чтобы эти скорости гасились. Давайте использовать где-то 25 десятых, а также pop speed limit. И максимум speed мы поставим на 10. Давайте посмотрим, что у нас получилось. В данный момент симуляция наша выглядит так. Здесь прям такой рассыпчатый песок. Ему не хватает еще сабстепов. Ну, вообще при симуляции, при вэломной симуляции как минимум нужен 2 сабстепа. Но с грейнами я в основном использую минимум 5 сабстепов и доходит до 10. В данной симуляции я использовал 5 сабстепов. И также, чтобы наш песок не выглядел, наша земля, точнее, не выглядела как вот такой сыпучий песок, нам также нужно будет еще включить Attraction Weight. Давайте зайдем в Solver. Перейдем во вкладочку Advanced. Заходим в Grain Collisions. И включаем здесь параметр Attraction Weight. Attraction Weight, он включает склеивание наших грейнов, а параметр Attraction отвечает за силу склеивания между собой этих грейнов. В данной симуляции я использовал 30, но в зависимости от того, с какой скоростью движется ваша коллизионная геометрия, может доходить до 100, до 300. Но это нужно постоянно контролировать, проверять, тестить, потому что в зависимости от сложности вашей симуляции иногда большое значение приводит к тому, что у вас пропадает симуляция. И также прибавим сабстепы. И посмотрим еще раз, как у нас получилось. Теперь мы можем видеть то, что наши грейны не такие уже рассыпчатые, они более связанные, летят какими-то пучками. Также Attraction Weight мы можем сюда подавать как атрибут, чтобы мы контролировали его вид. Когда Земля поднимается, она связана вот такими вот какими-то пучками. И давайте мы такие вот пучки и сделаем. Создадим атрибут VOP. Я люблю создавать этот вид с помощью Воронова. Выбираем Вороной Noise. Для него нужна позиция. И у него есть вот такие вот дистанции. И нам из одной дистанции нужно вычесть другую, чтобы получить вид привычного для нас Воронова. Давайте немного пофитим. Поменяем frequency какой-нибудь поменьше. Я думаю, такой будет достаточно. И чтобы наши линии не были прям вот такими прямыми, давайте также к нашей позиции добавим Turbulent Noise.
Вот так, я думаю, отлично. Создадим bind export и назовем его attraction weight. И теперь те части, где attraction weight со значением 1, они будут скрепляться, но они все равно могут разрушаться. А вот эти части, которые черные, они будут отдельными песчинками. То есть они будут вести себя как сухой песок такой. Также мы можем еще разнообразить их массу. Создадим какой-нибудь канал, назовем масс. И все это умножим на attraction weight. Но нам нужно будет его перефитить, так как у него значение от 0 до единицы. Если на грейнах будет масса 0, то они не сдвинутся с места. Они работают как pin constraint в Wellman симуляции. Также это можно применять и для ткани. Давайте ее перефитим. От 0, да, пускай будет 0,1. Здесь значение пусть будет 1/100. Здесь неправильно, да, я писал. Здесь у нас должна быть единица, а там, где нулевое, как раз черные, должно быть маленькое. Ну, слишком, наверное, маленькое тоже не буду делать. Пускай будет 25 десятых. И вот получается, там, где у нас склеенные кусочки, они намного тяжелее, чем кусочки, которые между ними. Также есть параметр, находится во вкладке Friction, Dynamic Scale. Иногда лучше менять его значение в большую сторону. Я, например, использовал единичное значение. Просто поведение сразу меняется вот этих кусочков, грейнов. Они выглядят не как сухая такая земля, а более мокрая земля, даже приближенно больше к грязи. Также если поменять еще статик в какой-нибудь 0.7. Вот, так что я использовал эти параметры также в симуляции. И давайте сделаем грейнов побольше. И сделаем кэш. Назовем кэш source grain. Grains. Включим цвет. И закэшируем уже наш source, где побольше точек. Теперь наш source поплотнее. Точек в ней намного больше. Слишком большое количество тоже не делайте, потому что тогда симуляция может быть занимать очень большое количество времени. И также давайте здесь уберем лоурезную коллизионную геометрию машины и поставим уже хайрезную. Сохранимся. И посмотрим уже на динамику.
Вот я отсимулил маленький кусочек. Здесь, конечно, мало видно то, что они склеиваются в какие-то большие фрагменты. Здесь только можно замечать то, что они в маленькие фрагменты склеиваются. Но так как это удар, и здесь скорость в этот момент очень сильная, он очень, очень сильно рассыпается. Но вы можете поэкспериментировать, прибавлять значение аттракшена, например, поставить на 100 и смотреть, как он действует. Еще главное, что я забыл, когда включаете Attraction Weight, отключайте вот эти значения OpenCL, иначе у вас не будет хватать памяти, и как раз из-за этого тоже пропадают наши грейны в симуляции. И давайте закэшируем всю нашу симуляцию, посмотрим, как она будет выглядеть. Давайте создадим dop import. Сюда мы добавим наш dopnet. Здесь нам нужно вписать velum и поставить звездочку. Или просто выбрать его здесь, velum object. Или можно просто написать vel и звездочкой. Все то, что будет после этих букв, он будет добавлять. Можно добавлять это разными способами. И давайте здесь добавим файл кэш. Назовем его cache grains. И посимулим. Так, наша симуляция закончилась. Земля выглядит вот так. Здесь можно увидеть, как она делится как раз на вот эти фрагменты по атрибуту Attraction Weight. Здесь вот есть вот такие вот склеенные островки. Вот так вот выглядит мой рендер. Я не буду вам показывать, как симулить вот эту мелкую пыль с помощью смог симуляции, потому что, в принципе, на прошлых видео мы много разбирали волюмные симуляции. Надеюсь, тебе понравилось это видео, оно было максимально полезно для тебя. Так что подписывайся на мой канал, ставь лайк, пиши комментарии. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал, где вы можете задать мне вопросы. Или если вы что-то не поняли, я обязательно вам там отвечу, сниму дополнительный урок. Также подписывайтесь на Boosty, чтобы поддержать мой канал. Всем спасибо, пока.